Итак, мальчики и девочки, здравствуйте. Сегодня разберемся, как же добавлять кастомные иконки во Flutter Flow и разберем проблемы, которые могут возникнуть. Хорошо. Здесь у нас в настроечках у нас есть отдел темы. Вот так он выглядит, если в него зайти. И в самом низу мы видим Custom Icons, Add Icon. Все бы ничего, но проблема в том, что обычные иконки туда не лезут с расширением, ICO, как все привыкли. Здесь нужно генерировать шрифт из иконок. В этом нам поможет iCommon App, iCommon.io, ссылочку я прикреплю. И давайте попробуем что-нибудь добавить. Смотрите, вот у нас есть какой-то сет иконок. Допустим, выберем 4 вот таких, нажимаем Generate Font. Вот у нас появилось 4 глифа, которые нужны нам для того, чтобы создать фонд, этот шрифт на базе этих иконок. Заходим в настройки, смотрим, что у нас тут есть. Поддержка Internet Explorer 8 хорошо, и нам нужна вот эта галочка Generate Dart Class for Flutter. Нажимаем ее. Сейчас объясню зачем. Закрываем. Нажимаем кнопку Download и сохраняем в произвольную папку, куда вам нравится. Главное, чтобы вы ее потом нашли. Так, я разархивирую все это дело. Дальше. Заходим вот сюда в настройки темы Custom Icons, Add Icon, Upload Icon File. Сюда мы загружаем файл с расширением TTF, то есть на самом деле это файл шрифта, файл с расширением шрифтов. Загружаем его. И теперь, чтобы вся эта штука работала во Flutter Flow, нам нужно догрузить Dart файл. Вот такое вот, допустим, название приложения и расширение .dart. Вот. Этот файл у нас генерируется прям из iCommon, благодаря вот этой галочке, да, которую мы вот здесь поставили. Все, видим наши иконочки, которые мы добавили, нажимаем Add Icons. Вот здесь вот, если нажать стрелочки, они появляются. И давайте пробовать их добавлять. Так, я удалю вот это. Здесь добавлю какую-нибудь колонку и иконку. Вот, icon. Давайте сделаю побольше, чтобы видно было. И где мы находим наши кастомные иконки? Вот, выделяем иконочку, идем сюда Settings, Outlined это название, нажимаем на эту кнопочку, Custom Icons 4 штучки. И вот те иконки, которые мы добавляли. Вот они все. Все бы ничего, но поскольку большинство из нас будет работать с фигмой, да, дизайны будут нарисованы в Figma, и, скорее всего, все базовые элементы будут выкачиваться именно оттуда. Могут возникнуть некоторые проблемы. Сейчас покажу, какие. Смотрим. Вот у меня, допустим, какой-то произвольный дизайн приложения, да. Заходим. Куда Style Guide Components? Вот наши иконки. И видим, что у нас два типа иконок. С заливкой и, как они называются, outline. Такие просто линейные. И вот сейчас смотрите, какая проблема у нас будет при загрузке этих иконок в iCommon. Давайте я выделю вот эти две, чтобы посмотреть, как они будут работать. Здесь ставим SVG и экспортируем эти иконочки.
Мгм. Давайте вот прям в эту папочку их и выгрузим. Дальше. Заходим в iCommun. Где у нас эта штука? Здесь, не здесь. Вот. Убираем выделение с этих иконок. Нажимаем New Empty Set. Как-то его ж можно переименовать, да? Как-то можно, но пока непонятно как. Вот. Давайте мы сюда добавим вот эти иконочки, которые мы выкачали из фигмы. Где, ну, вот тут новая папка. Style Guide. Вот, смотрите, Bold. Это иконка с заливкой. Она добавится нормально. А та, которая линейка, будет с вот такой ошибкой. Что пишет? Strokes get ignored when generating fonts in CSH files. В общем, насколько я понял, в фигме вот эта иконка была с нуля создана с помощью вот этого pen tool и добавили на него stroke. То есть просто границы у нас зажирнили. И эта штука очень плохо работает с iCommun. Как это исправить? Потому что если это не исправлять, будет вот такая штука. Мы будем генерировать шрифт из этих иконок. Оно опять будет ругаться. И в конце концов у нас иконка выгрузится, но сама картинка иконки будет пустая. То есть, видите, иконка с заливкой у нас показывается, та, которая линейная, не показывается. Как это можно победить? Давайте вот это дело мы удалим, чтобы оно нам не мешало. Мы заходим в папку с нашими иконками. Вот, Linear. Открываем с помощью, у меня уже добавлено по умолчанию, приложение Inkscape называется. Можно загуглить, узнать, где скачать. Допустим, Inkscape. Вот, официальный сайт, свободная лицензия, бесплатное приложение, download, current version. И, пожалуйста, весит там пару сотен метров. Несложно. Вот у нас открылась иконочка линейная. Что нам нужно с ней сделать? Мы ее выделяем. Раз, два. Так, что, серьезно? А что ты не работаешь? Вот, два раза мы нажимаем на вот эту обводочку и смотрим. Нажимаем вот эту кнопочку Convert Strokes to Paths. И все, и у нас получается пропадает внутренняя линия, и весь рисунок у нас получается вот таким целостным. С вот этой штукой нам нужно сделать то же самое, потому что по сути это два элемента изображения. Все, мы конвертнули эту штуку, можем закрывать, сохранять. И теперь заходим в iCommun, Import Icons, вот, Style Guide, Bold добавляем, она добавляется точно так же. И вот со второй сейчас посмотрим, что случится. Location, SVG, папка Linear, открыть. Добавилось без проблем. Вот, эту часть мы победили. Дальше. Нам нужно, соответственно, сгенерировать этот шрифт, правильно, наконец-то. Выделяем, нажимаем Generate Font. Очень важная вещь. Открываем вот эти картинки все. Нажимаем вот сюда и удаляем все, что не сама иконка.
Все, вот здесь нажимаем и удалить. Закрываем, готово. Вот здесь точно так же. Нажимаем, выделяем, удаляем. Иконочки почернели. Проверяем, стоит ли галочка Generate Dart Class File for Flutter. И нажимаем кнопочку Download. Качаем все это дело. Давайте назовем ее как-то по-другому. Допустим, FRA. Чтобы не путаться. Так, извлекаем. Окей. Заходим во Flutter Flow. Вот эти иконочки удаляем, они нам не нужны. Delete. Add icons. И где? Вот, FRA fonts добавляем. Есть. Загрузилось. Берем наш Dart файл, который поможет нам это все связать. И вот появились наши иконочки. И линейная показывается, и залитая. Add icons. Готово. Давайте все-таки проверим, как они будут добавляться. Вот здесь мы ищем виджет иконки. Это страницы, вот виджеты. Иконки. Давайте увеличим 60. Нажимаем на кнопочку иконки, выбираем Custom Icons. И вот, пожалуйста, наши кастомные иконки работают. Вот так, друзья. Надеюсь, информация вам будет полезная, потому что сам я потратил достаточно много времени, пока выяснил, что же все-таки не работало и что мешало добавлять эти иконочки. До новых встреч, увидимся в новых видео. Пока.